Добрый день, дорогие пекари! Часто бывает так, что у нас совершенно нет времени на выпечку домашнего хлеба. Вот и у меня так. Сегодня я решила сделать очень простой пшенично-ржаной формовой хлеб, который требует минимум участия вашего в его приготовлении. Это простой и вкусный рецепт, который станет вашим подспорьем в таких ситуациях. Давайте начинать. Сегодня сделаем самый простой, элементарный пшенично-ржаной хлеб. Пшенично-ржаной, потому что пшеничной муки будет больше, чем ржаной. Здесь у меня созревшая закваска, сейчас она на пике. Как определить пик, у меня есть отдельное видео, но я вам и здесь тоже расскажу. Закваска покрыта вот такими бугорками, поверхность ее неровная, это похоже на целлюлит. Женщины знают, что это такое. Вот такие пузыри на поверхности, и некоторые пузыри уже лопнули, и возникают такие дырочки. И газ начинает выходить. Это значит, что все пробродило на полную толщу, и уже газ вышел на поверхность. Это пшеничная закваска 100% влажности. Поскольку хлеб самый простой, берем самые простые продукты. Ржаная мука обдирная и пшеничная мука высшего сорта. Такие виды муки есть в каждом магазине продуктовом в России. Берем другую миску, в которой будем смешивать тесто. Лопатку либо скребок, отмеряем 150 граммов закваски, наливаем сюда 280 граммов воды, вода из-под бытового фильтра обычного. Дальше можно взять ту же самую лопатку и немного размешать закваску с водой, чтобы она просто равномернее потом разошлась у нас в тесте. Муку я буду смешивать, возьму так щедро 100 граммов ржаной муки. Почему я не просеиваю муку, я уже рассказывала, оставлю ссылку в описании, посмотрите. И 300 граммов пшеничной муки высшего сорта. Поскольку у меня сегодня задача сделать самый простой хлеб, без каких-либо заморочек, сразу добавляю соль 8-9 граммов. Ну а дальше либо руками, либо скребком начинаем смешивать тесто. Если у вас есть какая-то техника для замеса, можете замешивать в ней. Я показывала и технику ручного замеса, и технику машинного замеса. Опять же, оставлю ссылки, посмотрите. Тесто будет мягкое, нежное, оно довольно высокой влажности. Когда вы смешали тесто, самое главное убедиться, что не осталось сухой муки. Поэтому берем какой-нибудь инструмент, скребок очень удобный, переворачиваем тесто, смотрим снизу и везде, где остались вот такие сухие кусочки, их вмешиваем в тесто. Пока тесто липкое, как видите, очень липкое, прилипает к рукам, но мы его еще и не замесили даже толком. Все смешали, накрыли крышкой, засекли 30 минут и даем тесту просто постоять на столе. Через полчаса возвращаемся к тесту. Берем скребок, отделяем тесто от миски, слегка смачиваем руки, слегка увлажняем стол и выкладываем тесто на стол. Теперь его нужно замесить любым способом, который вам удобен. Можете замешивать его растиранием вот таким вот образом. Можете замешивать отбиванием. Все, что прилипает, возвращаем в тесто. Тесто достаточно влажное, чтобы его замешивать отбиванием. Сильно не усердствуйте, минут 7-10 будет достаточно. Когда тесто замешано, в миску наливаем несколько капель растительного масла, смазываем миску. Это облегчает тесту подъем при брожении, и это облегчает нам с ним дальнейшую работу. Укладываем тесто в миску, накрываем крышкой, засекаем 4 часа. И засекаем параллельно еще 1 час. Через час будем делать обминку. 4 часа – это общее время брожения. Через час сделаем обминку теста, смачиваем руки. И обминку делаем прямо здесь. Обминку активную, не жалеем теста. Обминаем его в центр по кругу. Когда обмяли, вытаскиваем из миски и переворачиваем. И оставляем еще на час. И через час сделаем еще одну обминку теста. Также слегка смачиваем руки. Обминаем тесто кулаком в центр. Видно, что уже пошел процесс брожения. Появились пузыри. Вытаскиваем тесто, округляем
Укладываем, засекаем 2 часа. Через 2 часа смотрим на тесто. Оно начало бродить, заметны уже пузыри. Стучим по донышку, и звук достаточно глухой. Сейчас будем формовать тесто. Подпыляем муку на поверхности, подпыляем муку на стол, чтобы оно при формовке не прилипало. Аккуратно отделяем тесто от миски и выкладываем его на стол. Смотрим на тесто с нижней стороны, оно хорошо бродит, выдавливаем самые крупные пузыри, они, кстати, есть, уже образовались. И сейчас будем формовать. Можете формовать любым способом, я буду печь в этот раз в форме, поэтому буду делать продолговатую формовку хлеба для формы. Чуть-чуть подтягиваем тесто в овальный либо прямоугольный пласт, заворачиваем 2 клапана сверху, 2 клапана снизу, сворачиваем рулетом, и потом краешки можно чуть-чуть завернуть к центру и также их залепить. Переворачиваем, получаем вот такой аккуратненький продолговатый батончик, который очень удобно укладывать в форму L7. Форма у меня с антипригарным покрытием, но тем не менее бывает иногда прилипает, поэтому не забываем смазывать форму. Для этого используем либо специальную смазку, рецепт смазки есть у меня на канале, либо очень хорошо для смазки подходит топленое масло. Не сливочное, а именно топленое, потому что в нем нет жидкости, нет воды, и тесто при такой смазке не прилипает. Берем нашу заготовку и аккуратно укладываем ее в форму. Если чуть-чуть у нас примялась поверхность, чуть-чуть заморщилась, ничего страшного, это пшеничный хлеб, и он при подъеме расправится, его поверхность расправится. В таком виде оставляем на расстойку. Нужно чем-то обязательно накрыть пленкой, либо другой формой, и оставляем на расстойку. Расстаивать я буду в холодильнике всю ночь до завтрашнего дня. Это 12-15 часов. Наступило следующее утро, я готовлюсь к выпечке, уже разогреваю духовку и ставлю миску с кипятком на дно. Кипятка около 100 мл. Достаю нашу заготовку в форме из холодильника, смотрю, как она подошла. Уже крупные пузыри вышли на поверхность, это значит, что слегка пошел переброд. Ничего страшного, делаем 2 пшика воды на поверхность. Выпекаю на температуре 230 градусов 15 минут с кипятком. Затем кипяток вынимаю и допекаю еще при температуре 200 в течение 25-30 минут. Достаем хлеб из духовки, красивый, румяный. В общей сложности он пекся около 45 минут. Вытаскиваем его из формы, прекрасно вышел, красивый, румяный, замечательные корочки по бокам. Смотрите, какой румяный. Я подготовила крахмальный кисель, чтобы навести еще больше блеска и глянца на корочку. Беру кисточку и смазываю корочку, пока она горячая. Сейчас влага из крахмального киселя испарится, и на корочке останется только красивый блеск. Видите, у меня осталось пару пузырей, они были при расстойке, будут пустоты внутри, но ничего страшного, учитывая, что трудоемкость этого хлеба очень низкая. То есть я потратила мало времени и сил, чтобы его сделать. Оставляю хлеб остывать на решетке до полного остывания, ничем накрывать не нужно, ждем 2-3 часа и можно будет разрезать и пробовать. Хлеб у меня полностью остыл, красивый, блестящий. Давайте его разрежем, посмотрим, какой он внутри. Режу по центру, там, где пузырь под коркой. Ожидаю, что будет большой пузырь внутри. Смотрим. Да, так и есть. Это говорит о полной расстойке, даже о легком переброде этого хлеба. Но ничего страшного в этом нет. Давайте отрежем подальше от корки, посмотрим, как будет здесь, где нет таких больших пузырей на поверхности. Тоже видим, что в нижней части более плотный мякиш, в верхней части более крупные пузыри. Значит, хлеб полностью выбродил, но еще не успел опасть. Это значит, что он будет полезный, полноценно выброженный, и меня это не может не радовать. Хлеб этот вкусный, пеку его не первый раз. Времени на выпечку занимает совсем немного. Попробуйте его сделать, я уверена, он вам понравится. Очень вкусный, со сладковатым послевкусием. Полезный, домашний, замечательный хлеб.
Подписывайтесь на мой канал, приходите в Телеграм, будем с вами печь и испечем еще много всего интересного. Все полезные ссылки есть в описании.